Всем привет, друзья! Привет. Такое у нас начало видоса в этот раз получается. Решили мы разнообразить чем-то необычным. Мы на самом деле сняли один контент предыдущий, который вы видели, видос с лагеря. Жесткий, страшный, жуткий, когда мы действительно были довольно обескуражены в конце видео моментами, которые мы объяснить можем, но мы все-таки придерживаемся того мнения, что это, даже такое получается аналитика немножко, да, в предыдущем видео, что это все-таки имеет место и не только совпадение. Что имеет место не только совпадение. Мотоциклисты, ребят. Все уже, все. Вот, поправь, Кос, поправь. Я Вот. буду красивая. Ты и так красивая. Так лучше. Что имеет место не только совпадение, но все-таки на самом деле мы прочувствовали какие-то моменты, действительно наводящие на мысли, а не вызвали ли мы на самом деле в этом месте какой-то дух, который немножко на нас обозлился. Да. Вот, и это такая, так сказать, концовочка, аналитика немножко, не аналитика, а мысли по поводу того видео, да, и вступление в новое видео, потому что снимаем мы все одним залпом, заехали на заправку буквально на полчаса, в первую очередь зарядить камеру ночного видения, потому что мы берем ее в аренду, и она села, и во-вторых, перекусить, набраться сил, потому что сейчас нас ждет очень жесткое испытание на прочность. Мы сейчас едем в очень страшное место, действительно вызывающая дрожь и мурашки по всему телу, не только у нас, но и у всех белорусов. Да, в принципе, вы сейчас послушаете эту историю, и я думаю, вас тоже проберет просто до мурашек. Потому что действительно место жуткое, история страшная, и мы настраиваемся как-то так с юмором, начинаем видос. Он будет абсолютно не юмористический, это будет абсолютно жесткий видос. Я думаю, что это даже будет, ребята, больше обозревающий видос, который рассказывает историю. Место это, оно не где-нибудь находится прямо за городом, оно, можно сказать, в черте города, прямо на окраине, там тоже проходит кольцевая автодорога, то есть, соответственно, это не глушь какая-то в лесу, как Хатынь, да, то есть это, в принципе, можно сказать, не на виду, ну, можно сказать, даже на виду, то есть это пятачок на виду проезжей части, вот, и тоже мы имеем определенные риски, потому что есть слухи, что это место снимать нельзя, но мы так и не нашли информацию, запрещающую съемки в этом месте, поэтому мы, конечно, попробуем, поедем, и сейчас вы все это увидите, а для начала вы услышите, что это за место, как оно называется и какая у него жесткая история. Куропаты, белорусские Куропаты – лесное урочище на северо-восточной границе Минска, где были обнаружены массовые захоронения в конце 1930-х, начале 1940-х годов. По данным белорусской прокуратуры, урочище являлось местом массовых расстрелов и захоронений репрессированных органами НКВД в 1937-1940-х годах. Количество жертв на сегодняшний день остается точно неизвестным и в соответствии с разными оценками и источниками составляет от 7 тысяч до 250 тысяч человек, а возможно и более. С 1993 года урочище Куропаты внесено в государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Куропаты имеют статус историко-культурной ценности первой категории, что в соответствии с законом Республики Беларусь об охране историко-культурного наследия соответствует категории наиболее уникальных ценностей, духовные, эстетические и документальные ценности, которых представляют международный интерес. 6 ноября 2018 года в Куропатах санкцией Министерства культуры Республики Беларусь был установлен памятный знак. Он представляет собой конструкцию с колоколом, на которую нанесены надписи на 4 языках, официальных с довоенной СССР: белорусский, русский, идиш и польский, мать, брат и другие. В то же время в центре урочища от имени Республики Беларусь появилась табличка, где указано, что она является местом гибели жертв политических репрессий 30-40-х годов 20 века. И историко-культурной ценностью, а причинение вреда карается по закону. Куропаты называют дорогой смерти, и это место является наибольшим лесным массивом со множеством крестов вдоль тропы и по периметру всего массива. Находится оно прямо вдоль МКАД и практически в черте города. Почему мы решили посетить его? Это часть нашей истории, и находиться здесь ночью до мурашек жутко. А мы любим показывать вам такие места и рассказывать о них. Ну что, ребята, добро пожаловать в жуткое прошлое.
ребята, перевод. Памяти политзаключенным Минской внутренней тюрьмы НКУЗ, убитых 29 октября 1937 года. Вот так вот. И там дальше тоже кресты. Этого места просто мурашки по коже. Я же говорю, что ты не видела? Это как кладбище, ребята, меня сковало все. А ну-ка, смотри, какая там табличка. Это очень похоже на Хатынь. Внимание! Ведется видеосъемка. Не запрещена видеосъемка, а ведется видеосъемка. Ну, то, что ведется видеосъемка, она у нас много где ведется. Боже, здесь везде кресты. Марта, я не хочу туда идти. И это, на самом деле, ребятки, тропа. Ну, это тропа как не экскурсионная, ну, это как аллея, считается, аллея памяти. Где мы сейчас находимся, здесь конкретно есть вот врата, вот, которые в эту аллею ведут. То есть это не какое-то запретное место, это действительно памятник истории. Но выглядит это действительно жестко, страшно и удручающе. И на самом деле ощущения далеко не из приятных. Ну, у меня, я когда увидела кресты, ребят, сразу ощущение кладбища. Где разваленный крест. Ну, как И бы многие кресты просто уже упали, и их просто оградили, поставили на просто на деревья, да. Ну, если так, конечно, смотреть, ну, это все кресты как бы не являются могилами, да, то есть это, я так предполагаю, хотя, возможно, учитывая то, что здесь вообще по всей этой территории находили, ну, раскапывали, да, для эксгумации останки, когда вели расследование, и это, конечно, это как дань памяти этим убитым людям. Вот, я надеюсь, что их души упокоятся с миром, либо переродились, либо еще какие могут быть версии, да, мы не знаем, что у нас получается по ту сторону жизни. Но на самом деле у меня мурашки идут по всему телу, и мне не очень комфортно здесь находиться. Все-таки история есть история. В принципе, мы живем на планете, где везде люди умирали, в битвах, где только угодно. Да. Что идет? Ну, просто вокруг. Ну, такой как крючок, я так думаю. Но выглядит это очень не очень. Вы знаете, как-то странно посреди тропы видеть с двух сторон Кресты. кресты, да. Кстати, ребятушки, сейчас час ночи примерно. Даже может больше. Даже может и больше. И мы приехали сюда специально в ночное время, чтобы показать всю жесть, весь антураж. Конечно, это все сглаживает момент, что рядышком находится кольцевая автодорога. Да. Вот, но на самом деле, с одной стороны, оно и хорошо, потому что если бы ее не было, наверное, можно словить здесь нехеровую панику, ребят. Камера перестала фиксировать. Не знаю, заснимет камера что-то или нет, но я сейчас конкретно слышала за нами звук. Сейчас пройдем туда вот дальше, больше вглубь, и попробуем просто, мы не будем проводить, ребятки, есть эксперимент тревожить мертвых, попробуем приложение, которые мы уже неоднократно пробовали. Посмотрим, как эти приложения сработают здесь и сработают ли вообще. Смотри, с табличкой. Середа Кондрат Иванович, 1891-1942, осужден за антисоветскую агитацию.
А ты уверена, что эти кресты не там, где находили действительно людей? Ну, я не уверена. до Потому конца, что, ну, они, во-первых, только вдоль дороги, почему-то вот в лесу, да, их вот просто в лесу их нету. Поэтому, скорее всего, это просто, да, кресты, которые символизируют дань памяти, не более того. То есть это не могилы конкретно. У меня просто мороз по коже. Если так, ребята, углубляться, конечно, туда некомфортно. Некомфортно. Это ужасно. У меня накатываются слезы, я не понимаю, почему. Ощущение Но- супер угнетающее. Вы знаете, даже на кладбище такого ощущения по факту, как бы, да, умершие люди, но они, ну там, Кто как Кто умер, как кто-то умер, своей мы смертью, не кто-то знаем, от старости, кто-то от несчастного случая, но в таком месте, где действительно, я не знаю, ну, сложно подобрать слова, действительно сложно. я не знаю, как это комментировать, я надеюсь, что я тебе не снимаю. Что такое? Что такое? Там просто везде кресты. На данный момент я точно не знаю, вообще остались ли здесь останки, потому что в деле было указано, что находили останки, более 500 погибших людей. И где сейчас эти останки, нигде не написано, поэтому не факт, что они как бы здесь лежат. Но вот эти кресты, конечно, это просто жесть. Просто ночь и кресты. Буквально хочется оборачивать. Паутины. Очень много мошек на наш свет летит. Летает паутина, и кажется все время, что опять же кто-то наблюдает из леса. Ребята, если вдруг вы что-то заметите, Мне просто обязательно пишите тайм-код. Но, если честно, я бы ничего не хотела здесь заметить. да, я согласна. Поддерживаю. Как скоро мы дойдем до финала этого пути? Посмотри по навигатору, пожалуйста, где мы. Я не знаю, но я знаю, что этот лес, он совсем небольшой лесок. Ну, я бы не сказала, что он И такое небольшой. чувство, что мы какое-то в такое время не попадаемся. Сейчас, боже, эти деревья, мерещится все, что угодно. Все, что угодно мерещится. Ребятки, я хочу сейчас просто попробовать на детекторе посмотреть, не вызываю никого, просто посмотреть, что покажет госдетектор. Попробуем Ну, пошли. госрадар. Потихонечку. Будем снимать и идти. Руки трясутся. На улице тепло очень, на улице градусов на 21. Но руки трясутся не от холода, а от жесткости места. И очень сильно начинает болеть голова. На удивление, кто-то есть. Здесь, вот здесь. 3 минуты. Да нету никого, пошли. Нет, кто-то есть. Но почему-то показывает, что есть, и ничего не выдала. За нами идет? Сзади стоит. Single ghost. Ну, действительно, ничего такого прям толкового Давай попробуем на выходе. не выдает приложение. 3 Ладно. минуты. Если здесь кто-нибудь есть, выйдите с нами на связь с помощью радара.
Да, было. Мгм. Ты кто? Ты кто? Ответь, пожалуйста. В общем, мы попробуем все это дело расшифровать. Сейчас быстренько еще посмотрим, если кто-то действительно вышел, будет ли это видно, например, на камеру. Перед нами, ребят, целое поле крестов. Но все чисто. Мгм. На радаре никого вообще нет. Поэтому... Ну- Поэтому мы идем записывать итог. Что хотелось бы сказать про это место? Конечно, я когда увидела эти кресты, у меня были жесткие мурашки, меня сковало все вот эту часть. Если у Марты удалось заснять вот этот момент, я сжалась вот так вот в плечи. Это было непроизвольное, такая защитная, может, реакция моего тела. Я не знаю, как это объяснить. Но вообще само место по себе несет четкий негатив. Я не чувствовала себя в этом месте как-то комфортно или спокойно. То есть, конечно, очень многое влияет на твое восприятие места. Это та информация, которую ты знаешь об этом месте. Зная, что там были вот эти массовые расстрелы, что эти кресты стоят там не просто так, да, и вот эта целая аллея, да, а не аллея яблонь, да, а аллея, крестов. Убитых людей. Возможно, это из-за усталости, ребят, но когда мы возвращались назад, очень похожее ощущение, как на мельнице было в одном из выпусков наших, когда меня кто-то гнал за шею. Не на мельнице, она в концлагере. На какой мельнице? На мельнице, когда меня схватили за ногу. Тебя Помнишь? что, сегодня схватили за ногу? Ну, не схватили за ногу, но у меня было четкое ощущение, как будто кто-то меня выталкивал. Уходи, да. То есть, я не знаю, это может быть из-за усталости, опять-таки повторюсь, но ощущения были довольно неприятные. Ну и вообще само по себе место неприятное. Все? Да, я все. Мы, конечно, придерживаемся больше теории действительно переселения душ, что души вечные, а тела нет. Да? То есть, я, по крайней мере, я думаю, что Алена тоже хочет в это верить. Да? По крайней мере, мы все, наверное, хотим с вами верить, что после смерти мы не заканчиваем, да? Наша душа, наше существование не заканчивает свой путь, а перерождается и движется дальше. Вот. И если на самом деле брать такую теорию в расчет, то, конечно, прошло уже очень много времени, и, скорее всего, души людей, они уже переродились в других людей, и, конечно же, не факт, что здесь есть какая-то вот даже сила, да, хотя я думаю, что все-таки, да, душа, не душа, а дух места, если бы мы, например, проводили эксперимент, но мы не будем здесь этого делать, вот, если бы мы проводили эксперимент, я думаю, что однозначно мы бы связались с каким-то духом места, вот, но это нецелесообразно и некрасиво, наверное, в таких местах. Это, как понимаете, вызвать дух места на кладбище, да, как бы не зная истории людей, не зная конкретно зачем, с какой целью мы это делаем, да, просто как бы тревожить, это, конечно, абсолютно не резон. Вот, поэтому сегодня мы без какого-то конкретного эксперимента попробовали Spirit Box, попробовали приложение, опять же, да, просто посмотреть, даже для себя было интересно, как это сработает. Мы сюда, наверное, больше не вернемся, конечно. Это как с Хатынью, ребят. Нет такого желания возвращаться, во-первых. Во-вторых, нет смысла. Ну, то есть мы показали вам, мы ощутили на себе, мы очень хотели, кстати, это место было в списке мест, которые мы действительно хотели посетить и показать вам. Мы наконец-таки это сделали. Кстати, ребятушки, да, время, ребятки, час... Видно, час 43. Показать-то так, чтобы было видно. Час 43 ночи.
01:43, суббота, 17 июня. Вот, то есть мы хотели снять этот контент ночью, чтобы прочувствовать и вам дать прочувствовать атмосферу. Мы это сделали. Вот, очень сильно странное состояние устали. полностью выжатого лимона. Конечно, Да. все это требует очень больших энергозатрат. Поэтому, Единственное, радует, да. что мы в своем городе и не надо ехать за 200 километров домой. Это да, было бы или ночевать в невыносимо. палатке, да, или в машине. Да. Поэтому вам огромное спасибо. Оставляйте ваши комментарии, что вы думаете по поводу этого места, какие ощущения вы испытали. Возможно, вы что-то увидели, заметили. То, чего не заметили, мы. Пишите, конечно, тайм-код. Будем обсуждать, рассматривать эти моменты в аналитике. Вот, ну и... И что хотела еще добавить. Смогли ли бы вы ночью пойти на такое мероприятие, ребята, на которое сегодня решились пойти мы? Очень интересно почитать вашу обратную связь. В общем, не забывайте лайки, подписываться на наш канал. Мы достойны вашей подписки. Я думаю, что однозначно. Ну и заказывайте мерч. Кстати, не забывайте, да? Вот, ну и всем до скорых встреч. Пока-пока. Пока.